Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. После выхода видео с приготовлением селедки под шубой в закусочных тарталетках я получила огромное количество комментариев с просьбой показать рецепт приготовления несладких корзиночек для подачи всевозможных салатов, паштетов и закусок. В том видео я использовала покупные тарталетки, а сегодня делюсь с вами базовым рецептом приготовления несладких песочных корзиночек. В чашу миксера высыпаем 400 граммов просеянной муки, 1 чайную ложку соли и пол чайной ложки сахара или сахарной пудры. Устанавливаем насадку лопатка и слегка все перемешиваем. Отправляем в чашу 200 граммов сливочного масла или, если хотите, маргарина комнатной температуры, заранее порезанного маленькими кусочками. И продолжаем перемешивать на средних оборотах, пока смесь по виду не будет напоминать мелкие крошки. Если у вас нет планетарного миксера, можно воспользоваться кухонным комбайном, ручным миксером с насадками крюк или вовсе замесить тесто руками. Отдельно в небольшой миске при помощи вилки смешиваем 2 яйца и 2 столовые ложки молока. Вместо 2 яиц можно использовать 5-6 желтков. Вливаем эту смесь в чашу и на небольших оборотах замешиваем не более 2-3 минут до образования однородного теста без комков. Дольше его не месите, иначе оно получится тугое и забитое, а готовые изделия жесткими, плотными и нерассыпчатыми. Как только тесто станет отходить от стенок чаши и собираться в комок, оно готово. На данном этапе тесто можно завернуть в пленку и отправить в холодильник на срок от 30 минут до 1 недели, а формовать и выпекать корзиночки, когда это потребуется. Я редко отправляю тесто в холодильник, а в основном сразу после замеса раскатываю его в пласт толщиной 3-4 мм, не толще. Такое тесто удобно раскатывать между 2 листами пергамента или, как у меня, накрыв тефлоновым ковриком. Выпекать корзиночки буду в металлических формах для маффинов диаметром 7 см и высотой 2,5 см. Силиконовые формочки для этого рецепта не подходят. Вырезаем из теста круги выемкой чуть больше, чем диаметр форм. Закладываем по 1 кружку теста в сухую, ничем не смазанную форму. Придавливаем пальцами к донышку, стараясь сделать его как можно тоньше, так как при выпечке оно в любом случае поднимется. Затем прижимаем в углах и вдавливаем в бортики, но без фанатизма, иначе в готовом виде хрупкие стенки корзиночек могут сломаться. Излишки теста, выступающего над ободком формочек, аккуратно снимаем. Раскатанное тесто накрываем пленкой или, как у меня, тефлоновым ковриком, чтобы оно не подсохло. Обрезки теста снова собираем в шар, раскатываем и вырезаем еще несколько кружков, пока не переработаем все тесто. Из этого количества продуктов получается 24 тарталетки диаметром 7 см. Донышко каждой корзиночки накалываем вилкой, чтобы оно не вздувалось. Подготовленные таким образом тарталетки можно на 30 минут отправить в холодильник, чтобы при выпечке они как можно меньше деформировались. Но я и этого не делаю. Сразу отправляем их в духовку, разогретую до температуры 190-200 градусов, и выпекаем в течение 15-20 минут, в зависимости от того, насколько румяные тарталетки хотим получить. Как правило, выпеченный полуфабрикат должен иметь золотистый цвет с легким светло-коричневым оттенком. Готовые корзиночки достаем из духовки, остужаем в формочках пару минут, а затем вынимаем, просто перевернув форму вверх дном. Даем им полностью остыть и используем по назначению. Такие корзиночки можно сразу наполнять начинками, а можно убрать на хранение. Хранят тарталетки в течение недели в любой емкости с плотно закрывающейся крышкой или в морозилке в герметичном пакете с сроком до 1 месяца. Такие корзиночки подходят как для подачи холодных, так и для приготовления горячих закусок.
закусок. Если вам нужно большее или меньшее количество тарталеток, соответственно, увеличьте или уменьшите количество ингредиентов. Надеюсь, что это видео было вам полезным и вы непременно воспользуетесь этим несложным рецептом. Друзья, я рада, что вы готовите вместе со мной и оставляете свои отзывы в комментариях. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал «Коллекция рецептов», непременно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. У меня на канале есть и другие праздничные рецепты, в том числе салаты и закуски. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых интересных рецептов.